Друзья, всем большой привет! Сегодня захотел с вами поделиться своим боем на саму АСМ. Бой внизу списка, но получился довольно стрельный, поэтому присаживайтесь поудобнее, как говорится. Начинаем, будем, так сказать, посмотреть. Я буду бой немного проматывать для того, чтобы у вас не возникало вот это вот затяжной такой паузы, потому что я понимаю, как не хочется тратить там 20 минут своего времени и смотреть на то, как танки просто стоят, поэтому если увидите, что моменты меняются. Я сейчас, как вы заметили, те, кто смотрит канал, они видят, что я начинаю бои потихоньку подрезать, делать компактнее, потому что ценю ваше время, так сказать. Бой у нас, друзья, на карте, как видим, промзона с десятками, встречный бой. Я включил для себя встречный бой, для того, чтобы чаще попадать в топ, но с этим боем не удалось, так сказать, попасть в топ. Мы с моим совзводным принимаем решение ехать в ангар, и я понимаю, что здесь у меня на ББшках, в основном будет все сыграно на ББшках, только в конце мне нужно будет зарядить, так сказать, под калибры для того, чтобы добрать уже наверняка, но в целом основной урон будет нанесен на стандартных бронебойных снарядах. Так вот, мы едем изначально в ангары для того, чтобы пробовать постепенно танки. Я понимаю, что у меня нету брони в башне. Кто не смотрел Самуа, мой обзор, он есть на канале, так что, если интересно, посмотрите, я полностью разбирал ТТХ этой машины. Вижу, что засвечивается вражеский объект 430. Пробую с барабана ему дать урон. К сожалению, не удается всеми снарядами его продамажить. Как видим, барабан в дальность, на дальнюю дистанцию Самуа он такой себе. Последний шот я давал наверняка в каток, чтобы дать ассист, так сказать. Но в целом, в принципе, получилось неплохо. Половину хп у него отняли, уже хорошо. Какое-то время я уже здесь нахожусь. Пробовал отстрелять по ЛТшке барабан, но, к сожалению, не удалось мне на дистанцию в нее попасть. По счету я вижу, что 1-3 мы проигрываем. Я прекрасно понимаю, что находиться здесь мне нет смысла, нужно переезжать, но пока нету такой возможности, и на данном этапе я еще не знаю, куда мне переехать. Оттого пока стою в пассивной позиции, понимая, что, в принципе, сделать особо ничего не смогу. Предлагаю своему совзводному переехать, но он на тот момент говорит, что у него нет такой возможности. Я его стараюсь подстраховать, на него выкатывается Калибан. Даю шот по Калибану, пробую дать второй, но, к сожалению, это все, что я смог сделать по Калибану, он быстро закатился. Пока 980 урона имеем, уже в принципе неплохо. Разменяли мы его сильно со взводного, к сожалению. Я вижу, что по зелени идет максимальный такой раш. Перезаряжаю барабан. Бронепробитие на ББ у него 232, на голде 263. В принципе, очень неплохо. Вижу здесь вражеский бачат, который заехал в спину уже. Нужно помогать нашей артиллерии, но я на КД нахожусь и, к сожалению, помочь никак не могу. Говорю со взводному, но он находится в ангаре и никак, в принципе, оттуда сюда прострелить просто не может. Но он, как видим, развернулся и начал ехать за ним. Здесь уже наверняка просто свожусь и забираю бачата. Понимаю, что сейчас начнут потихоньку выкатываться на меня с зелени противники. Решаю занять вот этот вот угол. Здесь рядом есть поддержка от 704, что, в принципе, сможет обеспечить мне хорошее прикрытие. Я ухожу в КД, потому что лучше иметь полный барабан заряженный на 1500 для того, чтобы сразу разменять кого-то, если приедет кто-то с большим количеством очков. 1120 на данном этапе. Видим, что прошло уже 5 минут боя практически. Они очень сильно прорвались, то есть команда противника через нашу зелень. Мой товарищ поехал защищать, я ему предлагал остаться здесь, но он, к сожалению, меня не послушал, что и сыграет с ним такую роковую роль. Вижу К-91 ПТ, пробую дать по ней шот. Первым не удается пробить, но, тем не менее, доходят снаряды. Еще один у меня остается в барабане, даю по 26,5, но не везет мне с попаданием. 2 фрага, 1600 урона уже на данном этапе имеется. Бой, как видим, сливной, 5-9, мы проигрываем, и проигрываем очень сильно. Будем стараться переломить ход сражения. Очень хорошо, что есть наши союзные танки в ангарах. Если бы их здесь не было, мы бы уже проиграли, потому что они бы выкатились с двух сторон и все. Я спокойно заряжаю свой барабан и ожидаю противников. Ко мне будет ехать с зелени сюда много танков, то есть я смогу здесь раздать хороший очень даже урон. Основная часть урона, я думаю, будет набита именно здесь. То есть окончание боя будет, такое не совсем стандартное, там уже будем добивать шотных, так сказать, но тем не менее пока удерживаем позицию. Самое главное в нашей игре, друзья, вовремя понять, когда тебе надо менять позицию. У меня есть с этим реальные проблемы, я думаю, как у многих игроков.
В том плане то, что мы очень часто совершаем ошибки, и когда я уже пересматриваю свои бои, а я иногда так делаю, если бой действительно хороший, я запускаю реплей, смотрю, что я делал не так. Ну, аналитика ошибок, это всегда очень полезно. Так вот, при пересмотре реплеев я прекрасно понимаю, что в том моменте можно было уехать, но по какой-то причине я решил остаться, и из-за этого, соответственно, получается, что бой проиграли или сыграл неэффективно. То есть аналитика, она должна присутствовать, это очень-очень важно. Вижу, что светится 26Е5, он для меня не в простреле. Также еще не светился Фош и Кунце Панцер. Обе машины для меня опасны, особенно Фош, потому что там барабан, он может, ну, реально меня раздамажить и раздамажить очень сильно. Благо у меня еще очки прочности остались, что немаловажно. Но, тем не менее, пока ждем Фоша. Самоа на сегодня, наверное, это один из самых сильных премов при должной сноровке, так сказать. Потому что машина, ну, реально крайне сильная, способна выдавать большое количество урона за короткое время. Разве что Шкода Т-56 будет покрепче. Смог я разрядить Фоша. Ухожу сразу в КД, потому что понимаю, если приедет Кунце Панцер, один снаряд мне выдавать смысла никакого нет. 3 фрага есть, 2700 урона. Ну, то есть с барабана, если вам дают стрелять, вы можете наносить реально большой урон. Получаю неприятное попадание от артиллерии, от вражеской. Ну, я здесь ничего не делаю, просто жду. Решил заюзать аптечку. Потому что у меня были такие мысли, что уже где-то рядом Кунце Панцер, который мог знать, что я в КД. Это, в принципе, было бы логично. Будь я на Кунце Панцере, я бы уже подъехал, скорее всего. Но так просто на меня выехать они не смогут, потому что рядом стоит 704. То есть это очень важно. Оценивать ситуацию по тому, как она есть на самом деле на текущий момент. По счету мы более-менее выровнялись. По количеству очков тоже видим, что все более-менее неплохо. ТВПшка заезжает на нашу Ягу, но та ее контрит. И забирает сразу, так понимаю, у Яги был, скорее всего, фугас заряжен, или черт его знает. Но он неплохо продамажил его даже очень. Принимаю решение высунуться, посмотреть, где же они. Вижу Кунце Панцера, везет, он меня не пробивает. Ставлю его сразу в каток и понимаю, что надо ехать на него. Да, там в спине есть Е5, тоже неприятная цель, но тем не менее Панцера надо разряжать. У меня полный барабан, и было бы глупо. Дважды он меня не пробивает, реально повезло. Оставляю его шотным. Ставлю специально в каток, чтобы он лишний раз на меня не выкатился, потому что если бы он выкатился, он дал бы еще один шот. Тут я уже по-любому принимаю от него урон. Если бы не этот каток, я бы уже умер, друзья. Убивают союзники Е5, то есть для меня опасность это сейчас, на данном этапе, это только артиллерия. Вижу, что наш 704 начинает ехать вперед, то есть я понимаю, что он доберет с высокой долей вероятности Кунце Панцер. И мне нужно ехать в ангар и помогать нашему 277, который остался в одиночестве против двух противников. Вижу, что Е4 фуловый. Е4 крайне неприятная для меня цель, потому что, ну, ББшка мне его пробить в лоб может, ну, реально составить большую проблему. Потому что броня какая-никакая у него есть. А я, ну, не обладаю прям каким-то сверхбольшим бронепробитием. 232 мм это и неплохо, но это и не рекордно. Благо его разменял неплохо наш 277. К сожалению, союзник умирает, мы с 704 остаемся вдвоем против 3 соперников. Слава богу, у меня на 704 оказался более-менее адекватный человек, который, ну, понимал, что нужно делать в бою, и не ехал, не сливался как-то по-тупому. То есть это тоже реально большое спасибо тебе, дружище. Если ты когда-то увидишь этот бой, реально тебе лайк за то, что ты отыграл максимально правильно. Подсвечиваю Е4, я шотный для артиллерии, тем более у них она 8 уровня, ГВ Тигр, может нормально меня разменять. Оставляет мне арта 32 хп. Ну и просто я здесь остаюсь шотным. Разменивает 704 Е4. Тавтология такая получается. Ну и я пробую помочь, у меня стан, но нет аптечки, чтобы разменять. Даю первый шот, второй в каток. Не получается его поставить на каточек. Третий куда-то уходит. Но, к сожалению, не везет мне здесь. Реально не везет с пробитием. Вижу, что на захвате 705 стоит. Изначально у меня были такие мысли, друзья, что он поедет просто отсюда будет выезжать, то есть на меня, вот с этой стороны. Поэтому я начинаю грузить голдовый барабан, чтобы наверняка уже их разминать. Вижу, что союзник поехал объезжать. Я понимаю, что, скорее всего, Е4 поедет либо на меня. У меня в этот момент были такие мысли, что он на меня поехал. Здесь, кстати, разбилась часть постройки, вот, видим. Я подумал, он, скорее всего, поехал за мной. Также меня сдерживает еще 705, плюс еще арта есть. 4500 урона у меня есть и 1100 заблокировано. Вижу, что Е4 отвернулся. То есть это и так понятно, видно, что он кружится там где-то. Принимаю решение помочь нашему 704. Здесь мне везет, что Е4 забил на меня.
Даю ему один шот и вторым сразу добираю его. Понимаю, что 705, скорее всего, после этого будет смотреть на меня. Потому что он находится вот здесь в таком кармане, который, ну, ему реально легко контрить в мою сторону. Но, тем не менее, я не заряжаю барабан, потому что я понимаю, что с высокой долей вероятности он будет либо ехать на меня, и я смогу дать ему каток, поскольку у него заднебашенное расположение, либо просто будет стоять, ждать своего момента. Я аккуратно не пикаю его, просто подсматриваю. Вижу, что он отвлекается на нашего 704-го, добираю его. 5 фрагов, друзья, 5100 урона, остается одна артиллерия ГВ. Тигр, который, в принципе, уже никакой конкуренции нам двоим не составит, поскольку у меня фуловый 704, как видим, у него 1400 очков. Ну, я, конечно, ему на выстрел. Предполагаю, что артиллерия где-то в квадрате К1, К2, поэтому решаю проехать через ангар, и мало ли, чтобы он как-то не прокинул по мне какой-то дурной выстрел. Друзья, если вам понравился бой, ставьте лайки, пишите комментарии, я всегда, друзья, отвечаю на комменты, мне очень приятно, что вы их пишете, даже если они не совсем такие, как я ожидаю, там, когда люди пишут, бой не нравится и все такое. Каждый человек имеет право на мнение, поэтому, в принципе, мне главное, что вы, друзья, пишете. Это самое-самое основное, самое приятное, поэтому реально всем большое спасибо, кто со мной, кто подписан на этот канал, реально, вы делаете мой день лучше, правда, парни, поэтому каждому отдельное спасибо. Светится ГВ Тигр. Я прекрасно понимаю то, что мне нужно попробовать его добрать. Даю первый шот. Вторым, к сожалению, не удается уже добрать его. Хотел взять воина, но не получается у меня выцелить. Как видим, вдаль не летят у меня снаряды в этом бою. Ну и 704 ставит точку. Такая вот, друзья, победа в сливной ситуации. Палец вверх, подписка и коммент. Пока-пока.